Друзья, я минский дядя, и я горячо приветствую вас всех из летнего Минска. Сегодня воскресенье, 15:00, и я на полном чиле и на абсолютном релаксе, вальяжно и расслабленно крейсирую на велике вдоль проспекта Победителей в районе Дворца спорта. Пару дней назад мне сестра сообщала, что около Дворца спорта будет проводиться какое-то мероприятие, каким-то боком связанное с Москвой. Тогда, я помню, был занят делами, прослушал ее вполуха, не особо вник и благополучно забыл. А сейчас проезжал мимо, увидел вот это и начал что-то припоминать. Припоминалось, как вы, наверное, уже сами догадались, слабо, и я полез гуглить. Оказывается, на данной площадке открылся и работал с пятницы по воскресенье мобильный туристический центр Москвы. Время работы с 11 до 20:00. Сегодня воскресенье, 15:00, поэтому есть все основания предполагать, что упомянутый мобильный туристический центр, по идее, как бы еще работает. Согласно информации на сайте Мингрисполкома, посетителям мероприятия предлагали VR-очки для виртуальных прогулок в Москве, проводили дегустации и даже розыгрыши поездок в российскую столицу. Что именно дегустировали, не совсем понятно, не указано. К очереди в киоск, похоже как раз на ту самую дегустацию, я подъезжать не стал, поленился спешиваться. Но по моему опыту, если бы что-то предлагали дегустировать бесплатно, и это что-то было маломальски вкусным, то в дегустационные пункты за халявой должны были выстроиться намного более длинные очереди из праздно шатающихся зевак и искренних самозабвенных матерых любителей бесплатностей. Думаю, что и в павильоны с такой диковинкой для подавляющего большинства моих сограждан, как VR-очки, тоже выстроились бы весьма заметные очереди из минчан и гостей столицы. Но сейчас я их вроде как не наблюдаю. Надеюсь, это не потому, что вчера и позавчера посетители устроили давку и массовую потасовку за VR-очки, в ходе которой все эти очки были повреждены, уничтожены или разворованы. Кстати, заметил, что в киосках и площадке там-сям ходят молоденькие девочки в красных кепках и футболках с надписью «Москва». Видимо, сотрудницы мероприятия. Я, зная о, мягко говоря, непростых отношениях между Украиной и Россией, проезжая мимо, из вежливости даже выключил колонку, из которой у меня в тот момент играли песни украинской группы «Каска», чтобы не смущать этих милых москвичек и не вызывать у них тревожное и дискомфортное состояние. Они же все-таки гости, а мы воспитанные, вежливые, гостеприимные, радушные хозяева. Но это точно не Дни Москвы. Дни Москвы в Минске, насколько я знаю, проходят где-то во второй половине сентября, и Дни Москвы должны представлять из себя намного более масштабное, шумное и людное мероприятие. Я постараюсь их посетить в этом году и наснимать какой-нибудь забавной веселухи. А вот, друзья, смотрите, велосипедное движение. Вчера, 6 июля, в субботу, тут проходил какой-то велокарнавал Viva Rover с массовым организованным велозаездом. Сестра мне, как велосипедисту, тоже, помню, скидывала ссылку в Инстаграме, но я, признаться, не любитель подобных движений. На велике я кататься люблю, но я не очень люблю двигаться строем, шеренгой, не очень люблю двигаться в толпе. Я намного комфортнее и свободнее себя чувствую в одиночных велопоездках. Не привязан ни к чьим правилам, ни к чьим расписаниям, ни к чьим планам проведения мероприятий. Захотел — в моменте свернул, захотел — остановился, захотел — поднажал. Но вы только посмотрите, как много великов. В частности, много крутых, навороченных великов. Какие-то раздевалки организованы, туалеты, паркинги, техобслуживание велосипедов. Сверну-ка я, пожалуй, вот сюда. Кто-то ремонтирует велики, кто-то производит то ли погрузку, то ли выгрузку великов. Бэкстейдж мероприятия, техническая сторона организаторской движухи. Вот наша минская велодорожка. Но, судя по огромному количеству велосипедов, стоящих на огражденном участке проспекта Победителей, участники велокарнавала двигались по самому проспекту и по другим широким городским улицам, с предварительно перекрытым для этого движением автотранспорта по ним. Они точно не двигались по нашей узенькой городской велодорожке. Еще раз прокатимся напоследок мимо этой, не побоюсь этого слова, выставки достижений велосипедной инженерной мысли. Дежурят пожарные, скорая, милиция спокойно, расслабленно, но бдительно патрулирующая центральные улицы белорусской столицы. Смотрите, друзья, какие приятные кучные объемные облака над городом. Благодаря им летняя погода просто оптимальна. Без изнуряющей душноты и жарящего, испепеляющего солнечного ультрафиолета. Настроение лето. Почувствуй ритм столицы. То ли это еще одно название этого мероприятия туристического центра Москвы, то ли туристический центр просто входил в это общее мероприятие просто как один из элементов.
Но, как вы видите, народу и павильонов маловато. Даже для третьего последнего дня. Проводившиеся тут же недавно Дни Татарстана в Минске, например, были помасштабнее на всем протяжении их проведения. Ладно, прокатились, глянули, прониклись эмоциями, духом и ритмом Москвы, пора и честь знать. Спасибо всем, кто смотрел, а тем, кто не поскупится и поставит лайк, целую ручки. А если кто-то вдруг еще и подпишется, то и ножки. С вами был Минский дядя, всех обнял, до новых встреч.